Добрый день, дорогие скорпионы! Это Таро расклад, Таро предсказания для вас на сентябрь 2023 года. Что карты скажут для вас? И у меня в руках колода Симбалон, также на столе колода Moonology, в которой мы тоже возьмем советы, предсказания для вас, как вам лучше прожить этот месяц, на что самое главное обратить внимание. Итак, если вы считаете себя скорпионом, если у вас асцендент, луна, стелиум, планет в знаке зодиака Скорпион или скопление планет в 8-м доме гороскопа, то вам сюда. И я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет Скорпиона в сентябре в партнерских отношениях? Первая карта. Эта карта называется «Черная месса». Здесь мы видим как раз-таки Луну в Скорпионе, Юпитер в Стрельце и людей, которые наблюдают за каким-то тайным собранием. Мы видим здесь крест, который перевернут наоборот, то есть метка дьявола, да. То есть все говорит о том, что это, не светлые силы, да, а темные. Поэтому здесь у вас в ваших партнерских отношениях могут преобладать какие-то тяжелые такие энергии. В принципе, они с вами связаны, скорпионы, да, потому что вы есть знак смерти, внутренней трансформации, и кто-то более-менее, кто-то сильнее ощущает вот эту энергию, без которой невозможна наша жизнь. И Скорпион очень много пользы приносит людям. Это как раз вот те самые люди, которые трансформируют нас своими словами, выражениями, поступками. Да, это не всегда легко, но тем не менее. И здесь вот карта как раз об этом, о том, что вы, либо ваш партнер, вы меняете друг друга. Может быть, это нелегкие отношения, когда вы заставляете друг друга, не знаю, чуть ли не обращаться к каким-то специальным людям, чтобы там, не знаю, навести порчу, либо снять порчу, либо поставить защиту на ваши отношения. То есть отношения как будто бы граничат с какой-то эзотерикой, но не всегда благоприятной. Конечно, здесь будьте осторожны, потому что вас может кто-то сглазить, вашу пару, либо вы сами вот будете готовы на все, даже положить какое-то проклятие, заклинание на вашего любимого человека, потому что вы так очень внутренне зависите от этих отношений. К этому очень скорпионы склонны, к ревности, к подозрению, к каким-то душераздирающим, драматическим чувствам. И вы можете привлечь себе вот такого, кстати, партнера именно в сентябре. Либо, может быть, вы, наоборот, будете избавляться от какой-то тяжести, связанной с партнерскими отношениями. Потому что все-таки Юпитер в Стрельце — это какая-то легкость, да, но это какой-то ритуал, конечно, в этой карте. Мы сейчас еще откроем другие карты, чтобы прояснить ситуацию, посмотреть, потому что все взаимосвязано всегда. И вот здесь во втором секторе, который относится ко второму и 8-му сектору Скорпиона тоже, достаточно благоприятная карта. Это какое-то сообщение, утешение. Поэтому, если все-таки у вас как-то что-то с партнерскими отношениями важно, да, вы, может быть, много смотрите раскладов, много думаете, загадываете, вообще начинаете заниматься эзотерикой даже совместно с вашим партнером, либо с какими-то друзьями, да, то вы как бы получите удовлетворение от вот этих занятий. Видите, здесь Гермес приносит хорошую новость женщине, которая расстроена, которая закрыла лицо рукой, и она как бы вот отчаялась, да, может быть, она долго ждала чего-то. И здесь у вас тоже может быть такое, что вы узнаете, что ваш партнер на самом деле вам не изменял, или что он любит вас, он или она, здесь неважно. Также это что-то связано с финансами. У скорпионов часто такое бывает, что любовь и финансы вместе. И, кстати, здесь у нас Меркурий в близнецах. У скорпиона близнецы — это как раз-таки 8-й сектор гороскопа.
Может быть, вы с вашим партнером волновались насчет ваших совместных финансов, и здесь тоже придет какая-то хорошая новость, что ваш партнер поможет вам, либо она начнет как-то больше зарабатывать, может быть, это какие-то такие дела материального характера. Ну и вообще здесь любые сообщения по работе, по вашим заработкам, если вы что-то ждали долго, волновались о чем-то, то придут хорошие новости. Может быть, вам для работы нужно получать какую-то новую информацию, может быть, что-то писать, говорить, как-то общаться много с людьми. И вот здесь тоже у вас будет как бы новая какая-то линия, которую вы используете. Вы не будете волноваться вообще насчет денег, да, то есть ваши волнения пройдут в сентябре. Следующий сектор общения, да, контактов с другими людьми. Ну и здесь у нас король, который скинут с трона. Шут показывает ему зеркало, как он выглядит сейчас. Также, возможно, есть какая-то критика в ваш адрес. Возможно, вы слишком высокомерно общались с людьми из прошлого, и сейчас вам укажут на ваше место, да, скажут, что вы, не такой уж как бы уважаемый, не такой уж достойный почести человек, потому что, да, как объяснить? Может быть, вы сплетничали, да, потому что здесь есть птица. А может быть, это вы указываете людям чересчур на их недостатки, критикуете других людей. Вы можете это, Скорпион, вы иногда очень строго, четко даете какие-то комментарии. И здесь тоже возможно, что вы как раз указываете вашему какому-то близкому человеку, соседу, брату, сестре на то, как вот нужно себя вести, да, что какие-то даже могут быть такие ситуации не очень приятные. А здесь по этой карте еще хочу сказать, что вы будете на виду, но слава о вас не всегда будет благоприятная, поэтому будьте осторожны, будьте готовы к критике и непониманию других людей. Но она, скорее всего, заслуженная, да, и здесь вам нужно как-то подсмеяться над собой, над ситуацией, потому что все равно, даже если вы там с трона упали, но вы все равно король, да, и вы все равно знаете, куда вы идете, о чем вы говорите, просто, может быть, не все понимают вас правильно, или вы в какой-то момент слишком заигрались на публику. Это, кстати, очень может быть и по Венере, которая сейчас идет у вас в 10 доме. Венера во Льве – это знак публичности, Лев, да, это когда мы на виду, и когда Венера пойдет по 10 дому, может быть, у вас будут какие-то отношения, выяснение отношений, связанные с вашим статусом вообще. И вот здесь мы переходим к 4-10 сектору, где как раз Венера разворачивается, и вы видите опять карта Шута. Я не знаю, что это такое. Может быть, вы пытались вернуться к вашему бывшему мужу, либо жене, и это выглядит смешно, да, либо кто-то пытался вернуться к вам, и это тоже вот выглядит как-то смешно, и больше здесь какого-то вот этого шутовского такого влияния, много очень ажиотажа, много действий, много шумихи, а по факту ничего. Вот по факту как-то вы не добились от той цели, к которой вы шли, вы не получили эту должность, да, или как бы вы планировали одно, вы думали, что вот, допустим, у вас будет брак, или вы какие-то манипуляции с недвижимостью, или вы как-то вот будете уважаемым за счет чего-то, да, за счет вашего статуса вы хотели приобрести себе уважение, да, вот как здесь король. Но у вас почему-то это не получается. И вы все равно выглядите здесь не очень солидно, не очень достойно, да. Хотя вы много делаете. Возможно, вот здесь у нас эти две карты, здесь Марс Водолей, здесь Марс Водолея. Сейчас Водолей практически уже вошла, планета Плутон, она медленная, поэтому она на переходе между Козерогом и Водолеем. И здесь у вас какая-то трансформация, да, связанная с вашими вообще семейными ценностями, с местом, где вы живете, с родиной, с родителями, с недвижимостью и с вашими партнерами по браку, с вашим статусом, да. Может быть, за счет партнера вы пытались получить какое-то уважение, но опять же это не выходит. Либо партнер за счет вас. Здесь у вас вот есть какие-то такие вопросы, вы и другие люди.
какое-то возвышение необоснованное здесь может быть. Еще одна карта, связанная с таким темным ритуалом, это, не помню точно, как называется эта карта, по-моему, ну, что-то с детородным, да, с рождением. Тут опять мы видим Луну в Скорпионе. Просто очень скорпионий такой расклад. Я думаю, что здесь скорпионы многие винят себя за какие-то ошибки в прошлом в отношении с детьми. Да, во-первых, потому что это сектор, отвечающий за детей. Во-вторых, здесь мы видим, женщина бросает в огонь ребенка. То есть это отказ от того, чтобы быть родителями, отказ от своего ребенка. Да, это, конечно, страшная карта. Может быть, кто-то здесь решится на аборт, кто-то, я даже не знаю, что, все что угодно может быть, но это добровольный ваш выбор. Но карта несет, конечно, не очень благоприятную энергетику. Либо вам просто тяжело признавать вот какие-то ваши ошибки, дела, связанные с вашими детьми, либо с вашими детьми не лично вашими, а как каким-то образом, может быть, дети были в вашей жизни, может быть, это были не ваши родные дети, а племянники, там, может быть, вы встречались с человеком, у которого были дети уже от первых браков, да, первого брака, и вы, ну, не признавали их, и до сих пор, может быть, вы решили для себя, что больше вы никогда не будете встречаться с человеком, у которого есть дети, да, потому что вам это тяжело, вы не можете, ну, уделять внимание, вы не можете быть им хорошим родителем, потому что вы чувствуете, что это не ваш ребенок. Вот какие-то такие вопросы. Если это вообще не связано с детьми, скорпионы, то тогда здесь у вас может быть отказ от какого-то вашего творчества, от вашего бизнеса. Вы решаете навсегда закрыть бизнес, либо вы понимаете, что ваше творчество не приносит вам удовлетворения, денег, там, славы, чего вы хотели, и тоже вы как бы на корню решаете сжечь все мосты относительно вот этой ситуации. Может быть, здесь вы переживаете за дружбу с каким-то другом еще с детства, да, либо с каким-то семейным родственником. Здесь могут быть и родственные отношения вообще с вашей мамой, с вашим родителем. Вы каким-то образом, может быть, вспоминаете ваши прошлые отношения с ваше детство, да, и вы боитесь, что это повторится в вашей личной семье с вашими детьми, или это каким-то образом не дает вам перешагнуть через вот это прошлое, чтобы в настоящее войти. Но здесь вам можно сделать какой-то ритуал, да, и здесь у нас карта ритуала. Ритуал с использованием огня. Попробуйте, скорпионы, у вас должно это очень хорошо получиться. Напишите какой-то символический список того, что вам мешает в жизни. Вы можете сделать это на полнолуние, например. Вы можете обязательно, кстати, сделать это на затмение. У нас будет в октябре последний цикл затмения на оси Телец-Скорпион. И для вас это просто то, что нужно, потому что таким образом вы очищаетесь. А также еще в сентябре будет полнолуние в вашем 12-м секторе. Давайте откроем 12-ю карту, кстати. И это с сектора как раз-таки вот избавления от чего-то. Здесь у вас выходит карта королева. И здесь как раз Венера в Тельце, Солнце во Льве. Но, может быть, вам нужно избавиться от какой-то излишней горделивости, либо от влияния какой-то женщины в вашу жизнь. Попробуйте составить этот список на полнолуние в сентябре, и, может быть, даже повторно в октябре еще на затмение. Да? Я буду говорить в своих раскладах точные даты. К сожалению, я вот сейчас не подготовилась сказать, когда будет полнолуние в сентябре, но вы можете это легко посмотреть в интернете по циклу Луны. И перед тем, как полнолуние наступит, вы уже можете писать этот список, а сжечь его после того, как время полнолуния пройдет. Да, вы можете целый день полнолуния вообще потратить на то, чтобы записать все ваши обиды, все ваши переживания, болезни, не знаю, все плохое на этом листе. И как только полнолуние по времени наступит, вы сжигаете
это все пепел выбрасывайте куда-нибудь, либо закапывайте в землю подальше от вашего личного участка, да, либо смывайте в унитаз, например, да, все это должно быть смыто до конца, либо закопано в землю. Причем долго надо смывать, чтобы этого негатива не осталось у вас по правилам ритуала, да. Так вот, здесь это королева, и что здесь может быть? Но так как у меня здесь много таких карт несколько тяжелых, я могу сказать, что это какое-то, может быть, неблагоприятное влияние, подсознательное влияние какой-то вашей женщины. Но в то же время, да, в другом варианте, это может быть какая-то тайная женщина, с которой вы общаетесь, вы не хотите, не знаю, открываете этих отношений, либо вы будете обращаться к какой-то женщине, которая связана с эзотерикой, либо вы сами этой женщиной, вы будете заниматься чем-то таким, очень тема вот 12, что 12 сектор важна для вас. Здесь, если вы, например, как-то плохо себя чувствуете, у вас есть какие-то вопросы, связанные с вашим здоровьем, скорпионы, то, возможно, вам стоит тоже заняться вот своим подсознанием, может быть, медитировать, включить какие-то практики духовные, поменять режим, поменять ваше питание, вот, то есть более духовной жизнью жить, чтобы вот эта негативная энергия, которая может к вам легко приходить, потому что вы 8-й сектор, да, трансформации и вот этой не всегда позитивной энергии, скажем так, даже чаще негативной, вы можете на себя привлекать эту энергию, но вы должны от нее избавляться. И вот здесь карта королева как раз о том, что вы должны научиться избавляться от всего негатива, который вас окружает, который вам дают другие люди подсознательно, там завистники какие-то, либо вас самих изнутри распирает ревность, зависть, страхи какие-то. И вот вы здесь, как королева, вы можете управлять этим, вы можете управлять своим подсознанием, вам это дано уже по праву рождения, поэтому здесь все в ваших руках. Вообще очень хорошо, когда выходят негативные карты здесь, поэтому они взбирают в себя весь негатив, весь негативную энергию вы оставляете здесь, и это тоже своего рода очищение для вас. А что скажет колода Moonology? Северный узел – это что-то кармическое. И луна без курса. Но видите, это опять вот карты говорят о том, что в сентябре, возможно, вам нужно вернуться к чему-то из прошлого. Для того, вот здесь даже написано, не дай твоему прошлому удерживать тебя. Южный узел. Южный узел в астрологии относится к прошлой, карме прошлых жизней, да. И, кстати, лунные узлы сейчас вот в июле встали у вас, скорпионы, на ось 6-12 сектор, да, поэтому карма к вам может приходить по здоровью, по каким-то тайным делам. Что вот это еще может быть? Ну, это еще сектор беременности, да, в ближайшие 1,5 года у кого-то будет активно. И здесь вот мы видим не очень благоприятная карта, связанная с детьми. Может быть, не знаю, вы не желали пока быть беременной или не хотели пока детей, либо как-то вот дети вас заставляют волноваться. Не у всех, но у некоторых, да. И вот это вот карма здесь, что-то еще вам нужно доработать. И здесь луна без курса тоже говорит о том, что ситуация новая, да, особенно если вы какую-то начнете, ничего из нее пока не получится, пока вы вот старое не проработаете. Здесь написано, ничего не придет от этой ситуации, да, то есть как бы вам почему-то Вселенная еще хочет, чтобы вы вернулись назад, и у вас будет к этому возможность, да, потому что все-таки много ретропланет будет этой осенью, еще в сентябре, и затмение все еще проходит, как бы, да, мы все еще живем вот по этим затмениям на оси Телец-Скорпион, поэтому у вас меняются ваши отношения с партнером, вы что-то там внутренне меняетесь относительно этого. У вас сейчас в 5-м секторе детей находится Сатурн в рыбах, да, вот это, конечно,
тоже какая-то тяжесть, связанная либо с детьми, либо с вашим творчеством, с вашим бизнесом, да, может быть, вы вынуждены отказаться от ведения вашего бизнеса, потому что, ну, хотя вы очень хотели этого, хотели, вот, но что-то пока не получается, или как-то затормозить, приостановить какие-то дела. И это нормально, потому что вот именно что в ретроградных таких планетах, и здесь по этим картам, ну, значит, нужна эта остановка, и не нужно к ней так и относиться, что это просто необходимая ступень на пути к повышению. Поэтому, Скорпионы, вот такой у вас расклад на сентябрь. Я желаю вам всего хорошего, силы, воли, которые у вас и так есть, в преодолении всего, избавиться от каких-либо зависимостей, от каких-то людей, которые, может быть, ну, пьют вашу энергию, да, или вы пьете энергию других людей, тогда вам тоже вы облегчите себя, если вы вдруг перестанете и начнете жить больше для себя, чем для кого-то, да. Поэтому я желаю вам счастья, здоровья и до встречи на моих новых видео. Всем пока.